Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о полнолунии, которое нас всех ожидает 16 февраля в 19 часов 58 минут по московскому времени. Поговорим о том, что несет нам это полнолуние, на какие моменты в своей жизни обязательно нужно обратить внимание, какие провести практики, и поговорим еще и дадим определенные советы и рекомендации. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Итак, друзья, 16 февраля нас всех ожидает очень мощное полнолуние в 19 часов 58 минут по Москве в знаке зодиака Лев. И вы знаете, это полнолуние принесет многим людям эмоциональный всплеск и прилив солнечной энергии, потому что полнолуние будет в знаке зодиака Лев. Поэтому 16 февраля вот самым первым делом обязательно позвоните своим родителям, друзьям, близким, скажите им самые лучшие добрые слова, признайтесь им в любви, похвалите их своих детей, позвоните внукам, оставьте все обиды в прошлом, потому что именно 16 февраля это самое вот то солнечное время, когда нужно вернуть, вот, чтобы отношения были самыми лучшими с вашими самыми близкими и родными. Сам по себе день 16 февраля будет достаточно успешным, но если вы не будете принимать решения, полагаясь только на свои эмоции. Если у вас давно накипело на душе, то в этот день полезно поговорить с близкими людьми и снять накопившийся груз. По полнолунию во Льве могут возникать проблемы в общении. У людей даже может проявляться некоторый эгоцентризм. В этот день в конфликты вообще ни в какие старайтесь не вступать. Обращаем ваше внимание, что на ближайшие дни, а это у нас 16, 17 и 18 февраля, воздержитесь от принятия каких-либо важных решений. Не стоит выяснять отношения, потому что ни к чему это не приведет. Далее, не воздержитесь от операций, кроме каких-либо экстренных операций. Откажитесь, постарайтесь от употребления алкоголя, а также от высокой физической активности. Очень будет хорошо, если вы 16, 17, 18 февраля будете проводить практики, будете медитировать, будете заниматься благотворительностью, проявлять щедрость, проводить духовные практики, заниматься творчеством. И еще очень хорошо в это полнолуние, что нет ни одной ретроградной планеты. И Солнце соединяется у нас с вами с мощным, добрым Юпитером. А день недели у нас с вами добрая среда. Поэтому это полнолуние, это, наверное, будет одно из шикарных и достаточно хороших полнолуний. Благоприятно в это полнолуние писать свои цели, делать карты желаний, проводить любые ритуалы, практики, обряды на привлечение финансового благополучия и успех. Поэтому не пропустите такую вот уникальную возможность воспользоваться вот таким вот сильнейшим астрологическим событием. Поэтому обязательно в полнолуние пейте больше воды. Луна полная, а эмоциональность и чувствительность, кстати, могут зашкаливать. Попробуйте осознанно в это полнолуние контролировать свои мысли и действия. Вообще не думайте о чем-либо негативном. Забудьте о своих страхах. Уверяю, это будет лучше всего для вас. Также, как мы уже сказали, помогайте сегодня в это полнолуние кому-либо. Также будет очень здорово, если вы выпишете свои какие-то обиды на любого человека, который причинил вам боль, страдания. И после того, как вы выписали на листочек, и вы можете сжечь этот листок и со словами благодарности, а пепел развеять по ветру. И еще, друзья, планета любви Венера и Марс соединяется в одном градусе до 26
февраля. Поэтому этот период будет очень активный для отношений, для новых знакомств. Это очень достаточно прекрасное время. Также в этот период в полнолуние повысится уровень наших желаний во всех направлениях. Людям захочется больше получать денег, покупать одежду, парфумы, тратить на что-то приятное. Поэтому, если у вас проявляются эти желания, делайте. В этот период появляется много чувствительности, ревности, страсти, романтики, активных действий и отношений. Друзья, полнолуние в знаке зодиака Лев дает о себе знать. Кроме того, сейчас будет прекрасный период для соревнований любого вида спорта, для проведения косметических процедур. Поэтому обратите на это внимание. Кроме того, символами этого полнолуния являются молоко, белые свечи, молочный кварц, селенит и белые розы. И вы можете использовать эти символы в ритуалах, в практиках, или как вариант вы можете окружить себя. Таким образом вы привлечете еще больше позитивной энергии. Чем заняться в это полнолуние? Ну, во-первых, окончательно разберитесь со старыми проблемами. Дела, которые давно нужно сделать, решить, позвонить, забрать, делегировать, делайте, разбирайтесь. Это очень важно. Также избавьтесь в полнолуние от всего хлама в голове и в шкафу. Постарайтесь наполнить дом уютом и красотой. Вымойте полы, купите свежие цветы, очистите телефон от старых фотографий и смс-сообщений. Если у вас получится сменить что-либо на новое дело, меняйте. Возможно, вы что-то давно откладывали. Ну, например, не знали, менять работу или нет. Вот сейчас в полнолуние 16, 17 и 18 вы можете смело размещать резюме, записываться к врачу, покупать, например, абонемент на массаж, создавать первую страницу своей книги, закладывать фундамент и так далее. Также вы можете зарядить и любимые украшения и обереги. В это время хорошо делать практики на привлечение любых благ. Также обязательно в полнолуние активируем прогулки, потому что нам нужно переплавливать наше напряжение в то, чтобы мы с вами созидали. Что еще нужно сделать в это в полнолуние, а также уже после, то есть это у нас 17 и 18. Ну, как мы уже сказали, постарайтесь посетить врача, например, для того, чтобы поставить верный диагноз или правильно назначить медикаменты. Также постарайтесь выявить в себе свои таланты, достижения. Также, если вы любите писать, вы художник, публикуйте свои работы в интернете, защищайте дипломы, выступайте перед аудиторией. Все это будет вести к успеху вас. Также вы можете объединить в этот период свои усилия с другими людьми для того, чтобы создать, например, деловое партнерство. Будет очень все успешно. Вы знаете, полнолуние само по себе это, в принципе, достаточно очень хорошее время, особенно еще и в знаке зодиака Лев, поэтому очень важно, чтобы вы поняли, что для вас важно и нужно, и отбросили то ненужное, которое уже отжило себя. Кроме того, у нас еще начало года, а значит время воспользоваться правильно этой энергией и заложить основы не только буквально на этот лунный месяц, но и на весь год. И практику, которую мы рекомендуем провести 16 февраля, друзья, мы сейчас поговорим о нескольких практиках, выберите для себя, можете все провести, но главное не в одно время или несколько, но это очень важно. Итак, первую практику, которую мы рекомендуем провести, вам нужно взять лист бумаги и 27 раз написать слово «Я». С большой буквы пишем, можете в строчку, можете в столбик, неважно. Далее записали 27 раз, после этого отдохните, расслабьте плечи, постарайтесь быть в спокойствии. После этого возьмите опять ручку и мысленно соедините ее с сердцем. И после этого напишите все то, что приходит вам в голову.
Также обязательно в этот период очень важно, чтобы вы избавлялись от всего того, что вам надоело, от чего вы устали, что вам мешает жить, развиваться, двигаться. Это могут быть ваши и обиды, это могут быть вредные привычки, это может быть и ваш лишний вес, долги, кредиты и так далее. Поэтому 16 февраля также напишите, от чего вы хотите избавиться. И обязательно когда, что вы можете написать, да, то есть как правильно писать. Я легко и благополучно, например, избавляюсь от лишних там 5 или 7 или 10 килограмм веса. Если мы говорим о вредных привычках, то я с легкостью избавляюсь от курения. Или я отпускаю все свои обиды. И можете просто это все расписать. После того, как вы все записали, берем листочек и поджигаем наш листик. Делайте это безопасно, и пока он горит, представляйте себе, что вместе с листочком растворяется и все то, что вас беспокоит в жизни. И также 16 февраля, друзья, вы можете провести практику на привлечение денег в свою жизнь. Для этого берем наш кошелек и ложим открытый пустой кошелек на подоконник, друзья, 16 вечера. И после этого, как мы положили открытый наш кошелек, мы произносим следующие слова: лунным светом наполняю, все преграды убираю, все желания исполняю, поток денег запускаю, безгранично расширяю, в моей жизни проявляю, жить в достатке разрешаю, жизнью счастье наполняю. После этого, как вы сказали, уже следующее утро кошелек отправляем то, что там должно быть в кошельке, деньги, монеты, и носим. Таким образом, лунным светом наполняется наш кошелек и начинает потихоньку, не спеша притягивать все те блага, которые нам нужны в жизни. Вот, друзья, будет такое у нас волшебное, необычное, сильное полнолуние в знаке зодиака Лев 16 февраля. Мы надеемся, эта информация для многих была полезна, важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся с вами в следующем видео.